Привет! Сегодня у нас видео о том, как врезать высокочастотные динамики, ниже твиттеры, в карты дверей. Как снимать карты дверей, ссылка будет в описании. Есть некоторые нюансы, посмотрите, кто не знает. Итак, были приобретены вот такие вот твиттеры. Уже не первый раз их использую. Ни на одной машине. Отлично себя показывают при условии, что мы ставим вместо электролитического твердотельный конденсатор. Вот такой вот шикарный конденсатор. Вот такой тоже он был заменен шикарный провод. Медь. Итак, это не об аудиофилии ролик. Что нам для этого надо? Сейчас мы разберем динамик, вытащим из него вот эту окантовку, сюда ее приложим, сделаем разметку карандашом и будем дрелью с помощью сверла потихоньку выпиливать вот этот контур. После этого придется обработать неровную поверхность отверстия напильником и потихоньку примерять, пробовать, как у нас сидит там динамик. Клеить я буду на обычный суперклей, потому что у меня не было, и не знаю, когда будет, если будет термопистолет. Я всегда это клею суперклеем по внутреннему контуру, соответственно, изнутри. Затем еще приклеиваю шумовиброизоляцией, то есть чтобы конструкция держалась. Предвижу некоторые засады в виде вот этой огромной защелки. То есть когда я динамик примерял, он у нас получается в аккурат попадает вот сюда. То есть здесь будем тоже аккуратно как-то делая это выпиливать, высверливать. Сюда динамик сдвигать не нужно, потому что здесь крепеж. То есть динамик у нас должен сдвинут быть максимально вверх и вперед двери. То есть, ну, вниз тут эту ситуацию, в общем-то, не спасет. Вот посмотрим, как это выглядит снаружи. Вот динамик у нас получается вот. Все, то есть сильно низко вы его не поставите, сильно высоко вы его тоже не поставите. То есть у него одно единственное место, ну и это место, соответственно, лучше выбирать ближе к переду, потому что здесь уже пойдет вот та заклепка, которую я показывал, чтобы она у нас не пострадала. Попробуем разместить динамик, ну вот как-то примерно вот так. Все, поехали. Итак, разобрали наш динамик. Берем вот эту окантовку, переворачиваем ее обратной стороной и смотрим, чтобы у нас со всех сторон был равный зазор. То есть сверху, спереди и снизу. Все, размечаем внутренний контур карандашом и будем высверливать. Все, разметка готова. Теперь берем дрель, сверло и высверливаем вот этот контур. У нас получилось. Потратил я на это какие-то считанные минуты. Теперь будем аккуратно этот круг вырезать и подпиливать контур напильником, примеряя нашу вот эту заготовку. Вот видно, что до ее внешнего диаметра нам еще далеко, но наша задача главное не повредить пластик, который снаружи, который будет видно за контуром. Поэтому сейчас будем тереть и тереть. Вот так вот мы выгрызли после засверливания самым обычным твердым и острым ножом. Пластик очень хорошо режется, но главное его подрезать по чуть-чуть, тщательно контролируя действие, чтобы он у вас вдруг не соскочил и не прорезал пластик.
Вот так вот я его подгрыз. По чуть-чуть надрезал. Сейчас я беру наждачку, сворачиваю ее конусом и буду этим конусом, вот такими вот движениями, вот это отверстие, во-первых, приводить в божеский вид, во-вторых, расширять, потому что наша внешняя накладка чуть-чуть еще не входит. То есть ножом уже резать смысла я не вижу. А подровнять и подточить отверстие наждачкой, это будет то, что нужно. Таким вот образом мы крупной наждачкой доводим отверстие до совершенства. То есть вот у нас гладились края, отверстие, соответственно, потихоньку расширяется. Мы периодически примеряем заготовку. Все, продолжаем пилить дальше. Хотел вам показать, как это выглядит с обратной стороны. То есть вот обратите внимание на крепеж. Он у нас бокорезами покрызен, но он присутствует, он полностью функционален. Вот мы освободили место для динамика. Сейчас мы будем динамик собирать и прихватывать его вот здесь вот изнутри по всему периметру суперклеем. Затем я проклею его шумовиброизоляцией, ну, по сути, чтобы он держался лучше, хотя он и так не выпадет, никуда не денется. Вот так вот это выглядит снаружи. То есть поверхность здесь ровная, никаких особых зазоров здесь нет. То есть сейчас вставлю динамик в сборе и продемонстрирую. Вот, собственно, и результат. То есть вот так вот у нас выглядит динамик. В этот раз немного с клеем переборщил, пришлось вот здесь вот это все в срочном порядке оттирать. С клеем надо быть действительно осторожнее, хотя заливал мало, но вытекло много. Вот общий план. Вот как это выглядит изнутри. То есть проводку я зафиксировал, чтобы у нас не бился об дверь конденсатор. Я его вот так вот проложил теплошумоизоляцией. Провода подмотал и сам корпус динамика закрепил на тоже шумоизоляцию. Вот так вот у нас провода закреплены здесь и здесь, то есть ничего не болтается. Здесь они у нас будут входить в дверь, как и разъем стеклоподъемника. Здесь уже по месту мы их обрежем, зачистим, возможно, поставим разъемы, чтобы можно было снимать накладку, если что-то нужно. А вот эту оставшуюся часть мы прокинем в дверь и выведем сюда же, опять же, как у нас идет проводка стеклоподъемника. Вот, в общем-то, и все. То есть потрачено, наверное, на это все дело часа полтора. Но результат того стоит. Все, всем спасибо, что смотрели. Всем удачи в работе.